Всем привет! Приветствую вас на канале Пчеловод 31. Меня зовут Роман. Давно не было видео, не выкладывал. Времени не было, погода не позволяла, дел было по горло. Крышу крою, у меня там утеплитель лежит, дожди собираются. Вот, ну что, за все это время, которое я не снимал, не выкладывал видео, что произошло. Да, я не снимал, я ездил, проверял ловушки, поймал рой. В этом видео будет про пересадку этого роя и про проверку спустя 4 дня. Мы откачали мед. Весь мед, который откачали, уже продали. Вот, ловушки ездил, проверял. Появилась у меня проблема. Пересаженный 4 дня назад рой, который я подсилил к другой семье, я сегодня проверял. Обнаружил там 3 маточника. Там были мисочки еще, наверное, штук 5. Вот, и обнаружил 3 маточника. Учитывая, как я их объединял, это как бы странно, потому что за 4 дня так маточники они не запечатают. Вот эта вот семья. Вот где он там стоит. Вон тот вот наш улей. Вот эта вот семья. Не знаю, не могу сказать причину, почему это произошло, почему они оттянули маточники, хотели поменять себе матку. И тут я влез со своими поставлениями, усилениями и объединениями семей. Не знаю, в общем, если кто может помочь советом начинающему пчеловоду, то есть я не говорю там матом меня кройте, там кидайте в меня там с санными тапками. Ах, вот ты такой сякой, ты там понаделал, что понаделал, зачем ты там за это взялся. Нет, просто я понимаю принцип, что происходит, как бы. Вот, но маточники я пока не срывал. Матка там бегает, но матка почему-то тоже не сеет. То есть прошло 4 дня, кормов у них маловато. Причина может быть в этом, что матка не сеет, нету кормов, хотя у нас в принципе сейчас цветет куча травы разной. Не знаю, в общем, если кто может помочь дельным советом, то помогите дельным советом. Вот. А теперь будем смотреть, как мы пересаживали рой и как мы его проверяли. Так, вот у нас пойманный рой. Сейчас пересадим. Посмотрим, что там. Пересаживать мы будем в этот улей его, ну, как подсиливать последнюю семью, которая была поймана. Посмотрим. Как бы не буду ни маток забирать, ничего. Они там сами разберутся. Кому что, кому какая. Потому что времени нету вот это вот сейчас размусоливать. Ничего себе, первая семья, которая приклеила холстик к рамкам. Замечательно. Небольшой раек. Прям красиво. Так, с этими что у нас? Ух ты! У них вощина тут сломалась. Они вощину загнули, прилепили, залепили. Вот здесь вот. Прям загнутая от этой рамки вот на эту. Так, тут у нас... Угу. Ну, как раз они сюда и поместятся все. Вот кто там говорил на последнем видео у меня, то что ничего не подготовил, поставил там, пересадил. Как бы я вощину навощил потом, потому что рамки были пустые. Да, как бы у меня не было ни вощины. Вот я поставил, они отстроили, они уже все отстроили, они даже уже к заставной припечатали вот.
Вот. Они уже заставную залепили. Все, злых нету, обиженных тоже, надеюсь. Так. Ну что, посмотрим. Так, вот это здесь кривая, с нее начинать даже не буду. Начнем вот, наверное, с этой вот. Господи, как я эту рамку, как я эту ловушку комплектовал, одному, наверное, только Богу известно. Вот, с центральной начнем, по ходу дела. Угу. Кто начинает с центральной рамки? Да никто, я только. Так, надеюсь, тут яйца нету, и мы эту... Так, что здесь у нас? Здесь у нас... Да что-то ни яйца не вижу. Вижу перга, вижу нектара чуть-чуть совсем. Ну вот, мы эту рамку... Здесь тоже ничего не видать. Ни матку не видно, ни расплода, ни яиц. И это хорошо, потому что у меня закончилась сушь старая. И эту ловушку я бы уже ставил без суши даже. Потому что у меня тупо ее нету. В принципе, мне и пчел-то больше сажать пока некуда. Нашел спонсора, который согласился проспонсировать меня ульем взамен на мед, на сумму эту. Вот. Ну, как бы приятно, конечно. Но будем смотреть, что у нас выйдет. И не критикуйте меня, что так нельзя делать. Ну, еще получше посмотрим. Никого. О, нектар брызжет. Так, все, здесь у нас что? Ну да, здесь у них упала овощина. Они ее припечатали к другой рамке. И здесь все просто полностью хлам. Медовый хлам. Медик-то капает. Так, куда бы его складировать-то? Как тебя обрывать? В душе не знаю. И меда хорошо, слушайте, там с пергой. Красота. Так, ну что тут, товарищи пчелы? Что ж вы тут так налепили? Ох, устроили здесь катавасию. Раз, два,
Так, о, все есть, отделилось. Отделилось. Вот что сотворили беженцы. Вот. Вощина загнулась, порвалась. Сверху поясок меда был. Забился. Порвался, загнулся и покапал. Так, ну ладно, раз такое дело. Становись сюда. Здесь пустая, да? Ну да, это пустая рамка была. Вон они, и языки натянули, и вощину сюда же припечатали. Эту рамку мы у них забираем. Она вам не нужна. Пойдет обратно в ловушку. Обсушат. И будет в ловушке запах. Побольше запах пчел. Так, это у нас... Что это у нас такое? За недвижимость. Эти старые рамки, это я нашел там у знакомых древние ульи, уже все гнилые все. И вот случайно там оказались более-менее живые рамки. И вот эти вот рамки я взял, думаю, поставлю в ловушки. Угу. Лучше бы я обычные рамки ставил. Наверное, буду от этих уходить, потому что я их даже вытащить не могу. О. Так, это она у нас тоже была пустая. Это тоже пустая была рамка. Без вощины. Без ничего, по-моему. Если я не ошибаюсь. Да, они тоже отстроили вот полностью. Пожалуйста. Так, ну... Что с этой рамкой делать? Отстроена она, конечно, красиво. И нектаром забита неплохо. Яиц не вижу. Хотя странно, матка должна была насеять уже. Ну, это какая-то... Матку я и не видел. Рой-то небольшой. Но яиц нету. Вот так вот. Вот, пожалуйста, отстроили. Излюбили. А нектар брызжет. Ничего, сейчас обсушат. Поставим на место. Ну и вот она тоже, пустая рамка. То есть у нас была всего лишь одна рамка с вощиной была. Одна рамка с вощиной здесь стояла. Все. А, кстати, пчела там хорошо сидит. Вот они тоже еще один язык оттянули. Так, ну, значит, придется им рамок доставлять. Я-то думал, здесь побольше рамок. В принципе, можно эту оставить. Но они трутовые могут начать гнать. Ладно, пускай стоит. Им эта рамка с самого края. Пока. Ох, а там пчелы еще сколько. Сколько там еще пчелы. Ну ладно. Мы им сейчас ставим вощину. Сюда одну. Так, уходим. Угу. Так, раз, два, три. 4. Что вам? Вот эту поставить? Да, давайте я вам еще вот эту верну. Пускай у вас тут будет она.
все. Считаю, укомплектованы. Так, замечательно. Это все утащат, потом растащат. Угу. Так, ну что, моя любимая, точнее нелюбимая. Ну чего тут неплохо сидит еще. В общем, рой попался нормальный. Я бы не сказал, что там рой плохой какой-то. Но им надо больше места будет. О. Сейчас. Ужает меня прям в ногу. Все, это будет хорошая в зиму семья. Им здесь больше ничего не надо. Рамки только подставляем. И все. Вот так, не заморачиваясь, закинул, разберутся. Так, все, ребятки, расходимся. Давайте мы тут ход небольшой оставим. Вот так вот, чтобы зайти могли все. Так, эти рамки мы убираем в сторону. Две рамки. Вот так вот. Поймал рой, сажать некуда пока. Подсилили семью. Можно было пойти нарвать мяты, сделать им медовую водичку. Но нету времени этим заниматься сейчас. Нормально. Посмотрим потом на результат нашего соединения, так сказать, совмещения семей. Так. Кирпичик наш. Так, крышка. Вот так вот. Все. Остальные, кто не перешел, переходим все. Все. Все, пересадка закончена. Пускай они себе там живут тихо, мирно, друг друга любят, плодятся и размножаются. Мы им поставим рамки, ух ты, на обсушку. Поставим им рамки. Сейчас они их все обсушат.
Вот здесь вот прям положим. И пускай они забирают из них нектар. Мы их потом поставим обратно в ловушку. Вот такая нелепая, быстрая пересадка пчел. Все. На этом пока все. Так, прошло 4 дня. Еще раз. Проверяем пересаженные, объединенные, так сказать, раи. Посмотрим, что с пчелами стало. Кто куда разбрелся. Кто где поселился. Какую матку оставили. Как себя они чувствуют. Цепились-то как, а? Так. Хорошо обсиживают. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, почти что 8 мулочек они обсиживают. Ну и тут еще хорошо сидят. Вот и мы сделали хорошую такую семью. Она нам еще меда бы принесла, если бы у нее магазин был. Так, проверяем. Это крайняя, которая была недостроенная. Так, пчелки, не падайте. Так, ну здесь они что-то строят потихоньку. Нектаром занесли. Сейчас надо матку найти, посмотреть, какую они матку оставили, с меткой или без метки матка. А может, обе матки здесь будут. Не знаю, посмотрим. Так, вот эту рамку мы берем, чтобы она нам не мешалась. Так, здесь они тоже у нас что-то строили. Вот, тянут потихонечку. Соты себе отстраивают. Не хотела у них забирать эту рамку, думаю, пускай будет. Замечательно. Это у них, это им вообще... Ай, да что ж вы вечно вот это вот все к вощине-то. Опять они к вощине прилепили вот кусок. К вощине пристроили. Что в прошлый раз они эту вощину пристроили непонятно куда. Ну вот они, рамка с вощиной, они ее оттягивают, уже наполовину отстроили. Наверху начудили, конечно. С этой стороны пока глухо. Так, надо бы найти нам маточку. Найти. Так, ну это вощина, которая была отстроена. Яиц не видно на ней. Сейчас попробуем найти матку. Опа, мисочка. Мисочка. Мисочка пустая. Здесь вот они тоже мисочку пристроили. Никаких мисочек. Ладно, пока эту оставлю. А то, может, вы обоих маток
умудрились убить. Так, здесь матку не видно. Так. Вот это у нас уже пошло старое, по-моему, гнездо, которое тот Рой отстраивал. Тут нектар. Кормов у них на самом деле маловато, я смотрю. Соты пустые. Яиц нету. Немного нектара здесь наверху. С этой стороны тоже соты пустые, яиц нету. Я думаю, матки здесь нету. Так, здесь пусто. Пусто, матки не видно. Дальше смотрим. Так, здесь у нас что? Здесь у нас мисочка отстроенная. Расплод, ой, господи, печатного расплода 2 ячеечки. Печатного расплода мисочка. Вот еще один печатный расплодик. Труд. Яйца не вижу, перга. Кормов вообще мало, ужасно мало. Еще одна мисочка, что-то там пчелка делает. Пустая мисочка. Да. Мисочка пустая. Яиц нету. Это уже получается 5-я рамка без яиц, но с мисочкой. Так. Следующая рамка. А вот эта рамка тяжеленькая довольно. Да, здесь у нас печатный расплод. Запечатываемый расплод. Да. Немножечко нектара, немножечко перги. Личинка. Где же матка? Хорошая рамка. Хорошая печатная рамка с печатным расплодом. Так. Так. Тоже мисочка есть. Тоже пустая мисочка. Так. Матки. Пока не видно матки. Вот. Красота какая. Опа, а вот и маточник у нас уже. А вот у нас уже и маточник. Мисочка пустая и маточник запечатаны. 2 маточника. Роевые маточники. Личинка. Отлично. Роевые маточники. Ну вот. С этой стороны 2. Раз, 2. То есть это не 4-дневные, нет. Это уже давным-давношние маточники. Роевые, потому что внизу. Если я ошибаюсь, меня поправьте. Рамка с печатным расплодом. И один прям вот уже коричневый. Вот он. Вот он.
Запечатанный уже маточник, а второй. Так, вот он один показываю. Плохо нет оператора. Вот второй маточник. Угу. Осталось найти матку и понять, что случилось. Но это не из-за моей пересадки. Это что-то у них тут происходит. Так, проверяем дальше. Ох, дымарь как разгорелся. Так, проверяем дальше, что здесь у нас. Так, рамка легкая, рамка пустая. Рамка легкая, рамка пустая. Ничего нету, ни кормов, ни яйца, ничего абсолютно. Просто почти что пустая рамка. Немножко нектара и немножечко перги. Все, и пусто, полностью легкая, пустая. Матки не вижу. Матка от нас тут не сбежала. А, вот она матка. Нашел матку. Есть матка. И это у нас матка без метки, да, по-моему? Так, куда ты? Ага, вот она матка. Вот она ходит, маточка. Вот у нас матка, она у нас без метки. Угу. Матка пытается взлететь. Так, маточка без метки. Угу. Вот она, красотка. Так, ну что, красотка моя, что мы с тобой будем делать? Матка без метки. Была матка с меткой, я сам лично помечал. Угу. Брюшко не надутое. Ладно, что же нам с тобой сделать? Давай-ка мы тебя пересадим. Блин, там два маточника раевых. Вот она ситуация. Вот она ситуация. Что нам с тобой делать? О, матка решила упасть. Так, замечательно. Ну-ка, давай-ка мы тебя посадим вот сюда вот. Матка. Давай-ка вот сюда. Вот на эту рамочку давай. Вот сюда вот иди давай к своим. Бегай пока тут, на этой рамке. Итак, итоги видео. Что произошло с семьей, сказать не могу. Что меня больше всего смутило, это наличие 3 маточников. И то, что не было ни яйца. Была личинка, вот, но яйца не было. Меня это очень насторожило, и поэтому я вчера не стал убирать маточники. Сегодня вечером пришел, посмотрел на эту же семью. И у них матка засеяла полностью рамку яйцом. То есть они засеяли все полностью. Матка работает, матка плодная. И я посрывал маточники. Маточники были довольно-таки старые. В одном маточнике уже сформировалась, как бы полностью сформировалась личинка матки. Ну это сколько, наверное, дней? Наверное, 10. Может быть, чуть меньше 10 дней этого маточнику. Второй маточник, там личинка была более молодая. Третий маточник они разгрызли сами. Вот так вот. Вот такая пересадка получилась. Что осталось со старой маткой, не знаю. Мне кажется, она уже давно умерла там. Хотя, судя по личинкам, может быть, ну, дней 5. Как матки там нету. Вот так вот. Так что
До новых встреч. Всем пока.